Здравствуйте, друзья! Сегодня на арене нашей кухни эксклюзивный, изысканный рецепт торта, которому более 40 лет. И снова этот торт от мамы моего мужа Марии Васильевны. Приготовим тесто. В емкость разбиваем 4 яйца. У меня упал кусочек яичной скорлупы. Есть такой маленький секрет. Чтобы она от вас не убегала, нужно достать ее яичной скорлупой. Добавляем 150 грамм сахара и хорошенько взбиваем миксером до тех пор, пока сахар не растворится. Затем добавляем 200 грамм меда и 1,5 чайной ложки соды. Взбиваем. И добавляем 250 грамм крупно нарезанных грецких орехов. Конечно же, вы можете порезать орехи, как вам нравится. Но в этом видео я вам показываю, как в рецепте торта от истоков. Аккуратно размешиваем ложкой. Теперь постепенно добавляем 400 грамм муки. У меня ушло 450 и аккуратно перемешиваем. Прикрываем тесто пленкой или крышкой и даем настояться сутки. Тесто должно вызреть. Заварим кофе, чтобы пропитать коржи. Берем 4 столовых ложки молотого кофе и заливаем кипятком. Добавляем 4 столовых ложки сахара и доводим кофе до кипения. Вы можете взять растворимый кофе, но в этом случае вам понадобится 2 столовые ложки и просто залить его кипятком, добавить сахар и перемешать. Теперь займемся заварным масляным кремом. В емкость, которую можно поставить на плиту, разбиваем 6 яиц. Добавляем 200 грамм сахара и 50 мл молока. Размешиваем венчиком до однородной массы. Ставим емкость на огонь, не переставая помешивать, доводим основу для крема до закипания. Выключаем огонь и продолжаем еще пару минут помешивать. Выкладываем в емкость, закрываем пленкой в контакт и даем остыть. Займемся тестом. Оно настаивалось сутки. Посмотрите, оно потемнело и рыхлое. Теперь мы можем выпекать коржи. Тесто очень липкое и не содержит жира, поэтому хорошенько присыпаем стол мукой. Выкладываем половину теста. Сверху присыпаем мукой и формируем небольшой корж, не перемешивая тесто с мукой, так чтобы мука была и снизу, и сверху коржа. На дно разъемной формы выстилаем пергамент и также присыпаем мукой. Затем формируем корж по диаметру формы. У нас форма диаметром 28 см. Прокалываем тесто вилкой и отправляем в разогретую духовку выпекаться при температуре 180-200 градусов на 15 минут. Ориентируйтесь на свою духовку. Готовый корж достаточно просто вынимается из формы. С него следует кисточкой или бумажным полотенцем удалить муку. Также выпекаем второй медовый корж. Вы можете взять форму диаметром 26 см, тогда ваши коржи будут более высокими. Основа для крема остыла. Добавляем в него 300 грамм нарезанного масла и взбиваем миксером. Две столовые ложки какао с горкой заливаем 4 столовыми ложками кипятка и вводим в крем. Так как мы забыли включить камеру, когда вводили какао в крем, я развела порцию еще раз. Теперь займемся пропиткой коржей. В тот самый кофе, который мы варили в начале и который уже остыл, добавляем 50 грамм рома или коньяка по вашему желанию. Половину кофе выливаем в удобную емкость и опускаем корж в кофе. Для более хорошей пропитки можно проколоть готовый корж вилкой. Пропитываем тщательно с обеих сторон. Когда корж пропитается, перемещаем его на блюдо, на котором будете собирать торт, и выливаем остатки кофе на корж, чтобы он впитал всю порцию. Второй корж также пропитываем. Делим крем так, чтобы часть намазать на нижний корж, а большую часть оставляем на верхний корж и бока торта.
Мажем нижний корж, пока верхний пропитывается. Хорошо разравниваем крем по коржу. Затем сверху выкладываем второй корж. И также выливаем на него остатки кофе. И промазываем верх и бока кремом. Сверху мы решили украсить торт какао и кокосовой стружкой, а бока дробленными грецкими орехами. Вы можете украшать торт как угодно, на свой вкус. Торт готов, и ему необходимо постоять как минимум 12 часов, чтобы коржи равномерно пропитались кофе. Итак, разрезаем торт. Посмотрите, как необычно выглядит торт в разрезе. Он очень мягкий. Медово-ореховые коржи, пропитанные кофе с ромом, очень нежный заварной крем и хрустящий грецкий орех. Как же это вкусно! Если вам понравилось видео и рецепт оказался полезным, ставьте лайки и подписывайтесь. Не забывайте нажимать на колокольчик. Всего вам доброго, друзья, и с наступающими праздниками!